Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре комбик для электрогитары Vox Mini Go 50. Поехали! Главной особенностью этого комбика является то, что в него встроены разные гитарные эффекты. Это и звуки усилителей, и хорус, дилей, ревер, фленджер. Это все в нем есть. Кроме того, здесь есть разные барабанные паттерны, которые можно включить и под которые можно играть сверху. И, конечно же, есть еще и встроенный лупер. Что делает этот комбик очень интересным для домашних занятий, а кроме того, его еще и можно взять с собой и выступать на улице, на сцене. Поехали, разберемся, что в нем такого. Итак, если посмотреть на рабочую панель этого комбика, видно, что она разделена на части. Первая из которых, вот эта полоса, отвечает за звук самой электрогитары. Мы воткнули мою гитару в него, выбрали клюв, показывает на Deluxe Classic. Deluxe Classic — это эмуляция Fender Deluxe Reverb. Это довольно чистый усилитель. Следующим по списку идет Boutique Clean. Boutique Clean — это эмуляция усилителей фирмы Dumble, на которых, например, играет Робин Форд, Сантана и, как, наверное, самый известный музыкант, который играл на усилителях Dumble, это, конечно же, Стив Рэй Вон. Немножко более блюзовое звучание. Можно добавить немножко гейна, чтобы усилитель как бы начал раскрываться. Заметно, что звук меняется. Следующим идет овердрайв канал этого усилителя Dumble. После этого идет эмуляция Vox AC30, такой классический комбик, собственно, с помощью из-за которого компания Vox и обрела свою известность. А также следующим Vox AC30, только теперь TB, то есть Treble Boost, скажем, чуть-чуть более драйвовая версия. Brit 800 изображает Marshall GCM 800, конечно же. VM — это Marshall GVM. То есть, видите, мы как бы постепенно идем на повышение перегруза. Следующим идет у нас SLOD, это Soldana 100. Double Rectifier, то есть Misabugi Double Rectifier. И после этого довольно странная эмуляция вокодера. Почему она здесь, непонятно. Тем не менее, прикольно, что она есть. Это как будто бы ток-бокс, только привязанный к силе удара и, по-моему, даже просто к пространственной модуляции. Эта штука здесь есть, это уже прикольно. Давайте, чтобы посмотреть эффекты, выберем, например, Vox AC30. Ну и на нем же я, прежде чем коснуться эффектов, скажу, что на каждый усилитель есть 4 регулировки. Это gain, регулирует, соответственно, уровень перегруза. Treble bass — это регулировка высоких и низких частот. И volume регулирует уровень громкости. Кроме того, у volume есть свитч, переключающий от 1/100 мощности
до 1/10 мощности и полной мощности. Соответственно, у нас усилитель 50-ваттный. Мы можем выбрать режим полватта, 5 Вт и максимально 50 Вт. 50 Вт действительно громковато для нашей студии. Мы выбрали режим 5 Вт. В данном случае это всего лишь цифровое ограничение громкости. Никакого такого звукового эффекта особо нет, кроме просто естественного изменения громкости. Никакие лампы здесь сильнее не перегружаются. Итак, выбрали, допустим, Vox AC30. И послушаем. Здесь есть две ручки эффектов. Одна из них посвящена реверу и дилею, которые, к сожалению, нельзя включить одновременно. Можно выбрать аналоговый дилей. Дилей цифровой digital. Это обозначает D-delay. Слышно, что он немножко более яркий и немножко более такой читаемый, что ли, на фоне игры на гитаре. Обратно аналоговый. Слышите, он пропадает немножко сильнее. Кроме того, есть кнопочка Time, с помощью которой можно натапать себе скорость и время задержки. Примерно так они обычно и работают, эти тап-темпо. Есть два режима реверберации. Первое — это пружинная реверберация. И реверберация Hall. И действительно ощущение, что я как будто на дне какой-то огромной пещеры. Оставлю небольшую пружинную реверберацию. И послушаем другие эффекты. Здесь есть хорус. Фейзер. Причем, как вы могли обратить внимание, положением ручки я регулирую скорость эффекта. Тремоло — это такие скачки громкости. И последний эффект — это октавер, причем он довольно такой необычный. У него как будто бы тоже есть какая-то своя скорость модуляции. Слышно, что он реагирует на динамику, как будто бы немножко там есть какой-то свой встроенный фильтр, благодаря которому открывается или закрывается вот этот вот синтезатор, который встроен здесь и работает как октавер. В общем, довольно интересные эффекты. Давайте перейдем к блоку барабанов. Следующая после эффектов секция на этом комбике — это секция барабанов, ритма и луперы. Давайте начнем просто с барабанов. Здесь целых 11 разных вариантов барабанных паттернов, у которых есть еще какие-то свои подвариантики, и, конечно же, есть просто метроном. Давайте посмотрим на примере, например, вот паттерна R&B. Можно установить свой темп. Опять же, как поймав, приблизительно придумали, что вы хотите играть. Да, там. Вот я, например, хочу сыграть вот такую штуку. Ну и так далее. Я вот примерно поймал темп, делаю. Ага, и теперь нажимаю старт.
Давайте послушаем, какие здесь еще есть. Здесь есть, например, рок. Ну, я включу и быстро полистаю, чтобы можно было иметь какое-то представление, что здесь есть. Металл. Поп. Блюз. Панк, но, наверное, надо темп быстрее. Не настолько. R&B. Джаз. Латино. Танцевальная музыка. Музыка в странных размерах — это 3/4, есть также 5 и 7. И просто метроном. Давайте посмотрим, как пользоваться лупером, не подключая внешний фуд-свитч. Это довольно просто. Опять-таки, попробуем использовать тот же барабанный бит, к которому мы уже как бы привыкли, с той же последовательностью аккордов. Но теперь нам хочется поиграть поверх всего этого соло. Включаем барабаны. И когда готовы играть, надо нажать на лупер, и запись начнется, как только вы начнете играть. 3, 4. И вот мы записали луп. И теперь поверх этого можно выбрать другой звук и поиграть соло. Двойным нажатием сначала останавливается луп, потом двойным нажатием, потом удержанием кнопочки луп можно его стереть. Останавливаем барабаны. По-моему, элементарно просто. Соответственно, звук, которым вы записали луп, не изменится от переключения эффектов. Соответственно, можно включить себе дисторшн погромче и дилей поверх, не знаю, рокового рифа, который вы только что записали под барабаны, которые еще и там интеллектуальной системой друг под друга подстраиваются. И я надеюсь, вы обратили внимание, как классно, что лупер меня подождал, пока я начну играть, а не начал запись ровно в тот момент, который я нажал на кнопочку. Изначально такие встроенные луперы были абсолютно непригодны к использованию никак, кроме как если вы используете внешний фуд-свитч, который, конечно же, делает жизнь и работу с этим комбиком немножко проще, однако сейчас это как минимум не необходимость. И на панели управления у нас осталась одна кнопочка, касающаяся электрогитары, которую мы с вами еще не посмотрели. Это кнопочка Program. Как бы пресеты. Соответственно, с помощью кнопочки Program мы можем проматывать циклично 4 разных звука, которые установлены нами заранее. Если кнопочка не горит, это значит, что то, что настроено на самом комбике, сейчас и играет. Если мы нажали один раз, то мы попадаем в немножко другой звук. Послушаем сейчас. Это примерно такой же чистый звук, как и был настроен на самом комбике. Оранжевый цвет, ну или какой-то. По-моему, оранжевый. Слышно, что появился перегрузик, и красная лампочка, я так понимаю, что это будет дисторшн. Еще и с дилеем. Нажав последний раз, мы возвращаемся обратно к нашему чистому звуку с большим количеством эха, который у нас и был настроен изначально на самом комбике. Вот такая вот, собственно, штука.
Кроме того, здесь есть вход для микрофона. Да, можно сюда подключить и микрофон. Управляется он двумя ручками. Первая, которая подписана Trim, регулирует громкость микрофона. Вторая, которая подписана Send или посыл, посылает часть сигнала на второй эффект, на ревер или дилей. Соответственно, этой ручкой вы можете отрегулировать, какую часть сигнала вы посылаете на ревер и дилей, или, как бы попроще сказать, количество ревера и дилея, который будет у вас на микрофоне, который, естественно, поможет вам, например, через тот же самый комбик еще и петь. И это еще не все. Осталось два маленьких входика сверху на этой панели. Это выход на наушники. Соответственно, если вы хотите тихонько позаниматься, не мешая своим соседям и своей семье, то, конечно же, включайте наушники. И вот вы уже слушаете свою гитару через них. И есть AUX-IN. AUX-IN — это вход для подключения внешнего аудиоисточника. Например, смартфон или плеер можно сюда подключить с помощью кабеля джек-джек и слушать музыку через вот такую вот интересную, портативную, скажем так, колонку. Что делает этот комбик более портативным, чем его собратьев? А это вход для USB Type-C пауэрбанка, с помощью которого можно его запитать и играть на нем, например, на улице. Соответственно, не каждый раз у вас есть на улице возможность воткнуть комбик в розетку. Встроенного аккумулятора у него нет, зато есть, опять же, способ, как можно его запитать от пауэрбанка, что, по-моему, классно. И кроме того, на задней панели есть вход для педали Foot Switch. Что такое Foot Switch? Это педаль, с помощью которой можно переключать программы, работать с лупером и так далее. Они, как у Vox принято, продаются отдельно. Мы их за это не осуждаем, хотя, конечно, чуть-чуть осуждаем. И последнее, на задней панельке можно увидеть, вот здесь есть ручка, с помощью которой можно комбик легче поднимать, опускать. Кроме того, с помощью этой ручки можно воспользоваться подставкой, чтобы поставить комбик под углом, чтобы вам, когда комбик стоит на полу, было лучше его слышно. Ну не прелесть ли? Я надеюсь, вам понравится, что мы записали эту маленькую композицию, используя выход для наушников, чтобы вы могли заценить, как он звучит. Ну и последнее, самое последнее, обещаю, про этот комбик. С двух сторон у него есть специальные крепления для ремня. Ремень, слава богу, идет в комплекте. С помощью него комбик немножко легче переносить и таскать по квартире, по комнате или с собой на улицу. Все, вот на этом точно все. Друзья, пишите в комментариях, понравился вам этот комбик или нет, как вы вообще относитесь к комбикам со встроенными процессорами. Их много за столько лет, я уже повидал, мне кажется, далеко не один десяток. И этот, в принципе, такой ничего, интересный. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, ставьте лайки, вы и сами все знаете. До новых встреч! Yeah! Yeah!